Он всегда хотел ясности. Не абсолютной, хотя бы достаточной, чтобы чувствовать почву под ногами. Ему нужно было понимать, что будет дальше, к чему все идет, чем закончится разговор, во что выльется решение. Неизвестность тревожила его больше, чем плохие новости. Плохое — это все-таки определенность, а неопределенность — это пустота. Он привык заполнять ее планами, предположениями, прогнозами, сценариями. Если что-то начиналось, он мысленно доводил это до конца. Если отношения только зарождались, он уже думал, чем они закончатся. Если работа менялась, он просчитывал риски. Ему казалось, что таким образом он защищает себя. И в каком-то смысле это было правдой. Контроль создавал иллюзию устойчивости. Но за эту иллюзию приходилось платить. Он редко был по-настоящему спокоен. Даже в тихие дни внутри работал механизм. А что дальше? А если? А вдруг? Он не называл это тревогой. Скорее, ответственностью. Он просто хотел быть готовым. Но однажды жизнь сделала то, что делает всегда, пошла не по плану. Событие было не катастрофическим, просто неожиданным. И вдруг оказалось, что ни один сценарий не совпадает с реальностью. Он почувствовал привычное напряжение. Желание срочно понять, что происходит, найти объяснение, выстроить новую схему. Но ответа не было. Ни внутри, ни снаружи. Была только пауза. И в этой паузе он впервые заметил, как много энергии уходит на попытку устранить неизвестность. Он понял, что его борьба не с обстоятельствами, а с неопределенностью. Ему было трудно не знать. Не знать, что думают о нем. Не знать, чем закончится разговор. Не знать, останется ли человек рядом. Не знать, верное ли решение он принял. Неопределенность казалась угрозой. Но в тот момент он вдруг задал себе вопрос: а что, если неопределенность — это не враг? Мысль была непривычной. Он всегда относился к жизни как к задаче, которую нужно решить. Но, возможно, жизнь — это процесс, который нужно выдержать. Он начал замечать, как быстро ум стремится к выводам. Если человек молчит, значит, он отдаляется. Если задержка, значит, все плохо. Если нет ответа, значит, отказ. Эти выводы приносили мгновенное облегчение, пусть даже негативное, потому что лучше плохая ясность, чем открытый вопрос. Но он решил попробовать иначе. Когда возникала неопределенность, он не спешил ее заполнять. Он оставлял ее как есть. Это было непросто. Тело реагировало напряжением. Мысли требовали объяснений. Хотелось действовать. Но он учился не убегать, не строить лишних историй, не дорисовывать финалы. Он начал замечать, что неопределенность — это пространство. В нем может случиться что угодно. И плохое, и хорошее. Но пока он спешит с выводами, он сужает это пространство до одного сценария. Он понял, что большая часть его страданий рождалась не из событий, а из интерпретаций. Не из реальности, а из предположений о ней. Он начал различать факт и фантазию. Факт — ответа пока нет. Фантазия — значит, все плохо. Факт — человек не позвонил. Фантазия — я ему больше не нужен. Факт — решение еще не принято. Фантазия — я ошибся. Эта простая разница изменила многое. Он позволял фактам быть, а фантазиям не становиться истинной. Постепенно тревога начала ослабевать. Не исчезать, ослабевать. Он понял, что неопределенность — естественное состояние жизни. Никто не знает точно, что будет через год, через месяц, даже через час. Мы просто научились делать вид, что знаем. Он перестал требовать от будущего гарантий. Он стал внимательнее к настоящему. Если сейчас все спокойно, этого достаточно. Если сейчас трудно, это тоже часть процесса. Он начал замечать, что в неопределенности есть свобода. Пока не ясно, ничего не закреплено. Есть возможность, есть движение, есть жизнь. Когда все известно, пространство сужается. Когда не ясно, мир открыт. Он перестал бояться слов «я не знаю». Раньше они казались признаком слабости.
Теперь честности. Он понял, что зрелость — это не всезнание. Это способность оставаться устойчивым там, где нет ответов. Неопределенность перестала быть пропастью. Она стала горизонтом. Горизонт не дает деталей, но он не пугает. Он просто есть. Он научился не торопить жизнь. Опора внутри, не в знании будущего, а в способности встретить его. И когда он это понял, жизнь не стала проще, но стала легче, потому что теперь ему не нужно было знать все заранее. Достаточно было быть, и этого оказалось достаточно.